России впервые за долгое время выросло число алкоголиков. По данным Росстата, с 2010 по 2021 число пациентов с впервые выявленной алкогольной зависимостью снижалось и сократилось почти что в 2 раза. Впрочем, за последний год тенденция сменила на рост. Врачи выявили на 1500 больше таких пациентов. По мнению экспертов, это объясняется пандемией, социально-экономическими потрясениями, ну и усилением геополитических противостояний. С вами Нехта. Все самое важное и интересное на этот час. ВСУ сбили над акваторией Азовского моря российский самолет А-50 и подбили Ил-22. А-50 – это самолет дальнего обнаружения, который может видеть за горизонт. Россия нападет на НАТО летом 2025 года. Такую возможность рассматривают в Бундесвере. 100 дней войны. Родственники заложников вышли на протест с требованием освободить их. В плену у боевиков все еще находятся 130 человек. Я не жду, мы не ждем, потому что ожидание означает, что мы должны снова кому-то доверять, а мы потеряли доверие 7 октября. Дорогие подписчики, снова выпрашиваю лайки. Не проходите мимо, если вы нас смотрите сейчас. Ваша активность говорит YouTube о том, что мы вам интересны, и это очень поможет продвижению наших видео. Итак, вперед к новостям. Российский самолет-разведчик ушел под воду. Украина сбила над акваторией Азовского моря российский самолет А-50 и подбила Ил-22. Командующий воздушными силами Украины коротко отметил в своем телеграме: это месть за Днепр. Напомню, что накануне была годовщина российского удара по многоэтажке. Тогда погибли 46 человек. Позже информацию о подбитых бортах подтвердил и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. А-50 – это самолет дальнего обнаружения, который может видеть за горизонт. Называют цифры разные. 700-800 километров, может видеть пуски баллистических ракет, подъем авиационной техники. Он был уничтожен, а самолет, командный пункт Ил-22, он якобы был поврежден, и именно он запрашивал посадку в Анапе, и скорую просил, и пожарную просил. Но, опять же, верифицированной информации нету. По количеству А-50 их около 30 штук, ну, есть такая цифра, 31. 31 машина. Не знаем, сколько на ходу, сколько вообще просто повреждено, устарело, сколько стоит списано. Но 31 штука, и стоимость, тоже правильно обозначили, от 300 миллионов долларов до полумиллиарда называют. А-50 сбили сразу, как только он заступил на дежурство в районе оккупированной Кирилловки Запорожской области. Борт исчез с радаров и прекратил отвечать на запросы тактической авиации. Самолет Ил-22 был на дежурстве в районе Стрелкового. Его подбили у побережья Азовского моря. Вроде как он сел в Анапе. Стоимость обоих бортов может составить около 500 миллионов долларов. На вооружении у армии РФ есть 10 таких А-50. Уничтожить эти два очень важных элемента системы разведки и управления, еще раз подчеркиваю, большое достижение, и это способствует снижению эффективности ведения боевых действий россиян, в данном случае вот там акватория Азовского моря в этом регионе, однако не только. То есть элементы вот такого постоянного воздействия с нашей стороны, со стороны сил обороны Украины, является поражение в конце прошлого года порядка 5 самолетов за несколько дней, Су-34, Су-30, по-моему. Вот. А теперь в продолжение, так сказать, воздействия неправового, а это реализация закона войны, принципа, который говорит, что на противника надо воздействовать постоянно. Это приводит к существенному снижению его потенциала. Является то, что были уничтожены элементы, дорогостоящие элементы, воздушные системы разведки и управления противником. В Минобороны России пока что не придумали, что соврать о сбитых самолетах, поэтому молчат на эту тему. Зато отчитались, что в Курске этой ночью были сбиты 3 украинские ракеты .У. Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявлял, что ракеты были сбиты на территории Фатишского района Курской области. Местные каналы сообщали о взрывах над городом.
Впрочем, кто бомбил Курск, это еще нужно выяснить. Не редкость, когда на россиян падают бомбы от своей же армии. В Волгоградской области нашли крылатую ракету Х-101-555. На днях, 13 января, сразу 2 калибра упали в Краснодарском крае. Опять же, мы в новостях постоянно видим расход таких боеприпасов только когда они попадают где-нибудь там по Белгороду, или под Воронежем, или в Краснодарском крае, как вот было на днях, ракета там упала. Но, опять же, остается незамеченным для новостей регулярные такие попадания бомб по оккупированной территории Донецкой области. Регулярно авиабомбы российские же падают в Горловке, в Донецке. Такие случаи мы отмечаем довольно-таки часто. Просто потому, что это оккупированная территория зоны боевых действий, как правило, это прям так большие новости не попадают, потому что это не совсем территория России. Вот. Поэтому это тоже довольно-таки рядовое событие. Я здесь больше связывал, из-за чего оно участилось. Из-за того, что обстрелы вот последние там месяц-два, их количество резко выросло. И в декабре были прям даже рекордные дни, когда там более чем 100 ракет в день запускали российская сторона. Поэтому частота так резко выросла. Ну и плюс плохое оборудование, то есть устаревшие модификации самолетов, устаревшие ракеты, авиабомбы, которые регулярно дают сбой. В российских колониях отключают отопление, чтобы вынудить заключенных ехать на войну. Об этом рассказала глава правозащитной организации «Русь сидящая» Ольга Романова в интервью немецкому изданию «Bild». Впрочем, удивительно, что очень оперативно Федеральная служба исполнения наказаний РФ поспешила опровергнуть эти утверждения. Сообщений было несколько. Значит, почему-то ФСИН возбудился и этого задел за живое. И страшно начали опровергать. Мне больше всего понравилось опровержение, которое последовало от главы московской ОНК Алексея Мельникова, такой гонза, правозащитник. Это прекрасно. То есть это полностью такое признание, причем очень интересное. Сначала он говорит о том, что, конечно, нет, от отопления все прекрасно. А сразу после этого говорит: по нашим данным, поступающим из субъектов, полного отключения теплоснабжения в учреждениях нет ни в одном регионе. Однако мы получаем сообщения о снижении температуры в помещениях, мест принудительного содержания граждан в Приморском крае, в Ивановской области, в Пермском крае, в Ярославской области. По поступающим к нам сообщениям температура там снижается до 12 градусов. Но преимущественно это женские колонии, говорит нам Мельников. Ну, женские же, что вы, господи. И при этом все-таки среди женщин заключенных тоже идет вербовка. Она не такая интенсивная, как у мужчин, но только всабленная. ТК-7 женская в Ленинградской области уже дважды приезжали, дважды забирали. Россия нападет на НАТО летом 2025 года. Такую возможность рассматривают в секретном документе от Бундесвера, пишет Bild. В секретном документе Минобороны Германии подробно излагает возможный путь к конфликту. Согласно сценарию, в феврале этого года Россия проведет новую волну мобилизации, весной начнет наступление в Украине. Атака России на Запад начнется в июле, в тот момент, когда США могут остаться без лидера в течение нескольких недель после выборов. Россия при помощи Минска планирует вторгнуться на территорию приграничных стран НАТО в Сувалкском коридоре. Впрочем, в Министерстве обороны Германии призывают пока что не паниковать. Рассмотрение различных сценариев, даже если они крайне маловероятные, является частью повседневного военного дела, особенно в ходе тренировок армии. Украина не согласится на замороженный конфликт. В швейцарском Давосе на выходных состоялся очередной раунд переговоров о мирном урегулировании российско-украинской войны. После консультации глава украинской делегации и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что никогда не согласится и не примет никакого замораживания конфликта. Вы знаете, партнеры уже знают нас. И они знают, что президент Зеленский и люди, которые участвовали в переговорах, знают наши позиции, уважают наши позиции. И поверьте, я никогда не слышал. Я участвовал практически во всех встречах на высоком уровне, включая лидеров, и я никогда не слышал, чтобы кто-то из наших партнеров, наших друзей, обсуждал с нами какие-то компромиссы, которые они точно знают, что для нас неприемлемы, включая вопросы Крыма.
В Давосе, а ранее на Мальте и в Саудовской Аравии обсуждалась украинская так называемая формула мира. План состоит из 10 пунктов и, в числе прочего, включает вывод российских войск со всей международно признанной территории Украины, в том числе и из Крыма, а также наказание военных преступников и выплату репараций. Россия в обсуждении этой формулы не участвует, поскольку возражает против всех ее пунктов. Глава МИД Швейцарии Иньяцо Кассис призвал найти способ, как сделать Москву частью дискуссий о формуле мира. Успех измеряется в зависимости от поставленных целей. Если целью является создание международного союза, выходящего за рамки Европы, или даже союза, выходящего за рамки Западного союза между Европой, Канадой и США, а скорее союза, например, с глобальным югом, то эта цель частично достигнута. 83 страны. Китай не присутствует, хотя его участие было бы важным сигналом, но есть Бразилия, есть Индия, есть Саудовская Аравия, есть представители государств БРИКС, которые по-прежнему ведут диалог с Россией. Так что эта цель, я считаю, достигнута. У нас должно быть некое общее понимание по этим вопросам. Мы должны быть в состоянии сказать это на наших разных языках, чтобы действительно понимать, что мы говорим одно и то же. По мнению Кассиса, украинский мирный план является лишь фундаментом для переговоров. В то же время глава МИД Швейцарии заявил, что мирный план должен двигаться вперед, даже если диалог между Киевом и Москвой еще не может состояться, пока этому мешает война. В Кремле назвали обсуждение формулы мира разговором ради разговоров. Здесь мы неоднократно давали свою оценку этому процессу. По сути, это разговоры ради разговоров. Это процесс, который не направлен и не может быть направлен на достижение конкретного результата по очевидной простой причине. Мы там не участвуем. И без нашего участия, конечно же, какие-либо обсуждения, они возможны, но они лишены перспективы какого-либо результата. 100 дней войны. Израильтяне вышли на протест с требованием вернуть заложников. 7 октября прошлого года боевики Хамас внезапно напали на приграничные израильские поселения, убив более 1200 человек и похитив еще 240 гражданских. Более 130 из них до сих пор находятся в плену в Газе. Несмотря на проливной дождь, семьи заложников присоединились к 24-часовому митингу под названием «100 дней ада», который завершился в воскресенье вечером на площади в Тель-Авиве. Я не жду, мы не ждем, потому что ожидание означает, что мы должны снова кому-то доверять, а мы потеряли доверие 7 октября. Поэтому мы не ждем, мы заставляем наших лидеров делать то, что правильно на этот раз. Так что да, мы, жители этой страны, сделаем все, чтобы их не забыли, и сделаем все необходимое, чтобы вернуть их домой. Потоки лавы подожгли несколько домов в рыбацком городке Гриндавик в Исландии и продолжают затапливать город. 4000 жителей предварительно эвакуировали уже во второй раз за месяц. Там снова начал извергаться вулкан. За несколько недель до этого власти построили барьеры из земли и камня, чтобы уберечь город от лавы. Но она все-таки прорвала защитные сооружения. В городе нет горячей воды, нет холодной воды, нет электричества, поэтому, конечно, там нет никакой деятельности. И кроме того, это просто опасная зона. Поэтому совершенно очевидно, что в ближайшие месяцы нам придется еще больше сосредоточиться на поиске постоянного жилья для людей. На этом ставлю точку. Благодарю, что были с нами. Если вы хотите получать информацию более оперативно, приглашаю присоединиться к нашей многомиллионной аудитории в Телеграме или Иксе. Поблагодарить нас за работу можете с помощью кнопки «Спасибо» под этим видео или по ссылке в описании. До новых встреч, хороших вам новостей. Слава Украине! Живе Беларусь!